Здравствуйте. Расскажу, как почистить, поменять сеточку, кассету и разобрать при надобности вот такую сетевую электробритву Браун первой серии. Я ее уже разбирал и почистил. Процесс чистки не снимал, так как думаю, что не всем это будет приятно. Так как все это вот внутреннее пространство со временем забивается щетиной, простым вытряхиванием это полностью не удаляется. Особенно забивается кассета. Чтобы снять кассету, нужно чем-то подковырнуть вот таким вот образом, и она легко снимается. Также можно снять и сеточку. Здесь вот отжать и вытянуть ее. Такие кассеты и сеточки продаются для замены. Можно, к примеру, купить на Алиэкспресс. Они идут в комплекте. И сеточка, и кассета. Кассета была полностью забита щетиной. Вот в этих пазах. Чтобы ее прочистить, я брал ванночку, точнее вот такую коробочку, наливал воду, туда кидал и отмачивал какое-то время. А потом вычищал все это зубочисткой и тонкой отверткой. Ну и потом это все можно промыть струей воды. Мелкие детали струей воды не рекомендую промывать, так как это может все улететь в канализацию. Ну и здесь аналогично под струей воды с помощью или зубной щетки, или зубной щеткой не везде можно достать. Или, к примеру, кисточкой. Все это замочить и вычистить. Дальше, если у кого-то появится такая надобность, будем ее разбирать. Сначала открутим вот здесь винтик. Звездочка Т9. Все детали нужно сразу складывать в какую-то коробочку. Мелкие детали. Вот. Сняли заднюю крышку. Вот это вот тоже снимается.
И здесь вот контактная группа. Мало ли у кого-то пропадет питание, то можно предположить, что это пропало на этих вот контактах. Значит, здесь снимаем стопорное кольцо. Аккуратно, чтобы никуда не улетело. Просто можно вот так вот отжать отверткой. И аккуратненько вытянуть. Пружинка. Сразу ее в коробочку. И опять же битый Т9 откручиваем эти два винта. Теперь вот эта скобка, под ней что это такое? Под ней это немножко неправильно стало. Фиксаторы, точнее держатели, фиксаторы сетки. Значит, их только тоже аккуратно вытаскиваем, чтобы не улетели. И вытаскиваем вот эту вот черную рамочку. Тут же такая вот уплотнительная защитная манжета. Теперь достаем вот эту белую деталь. Вот дальше самое интересное. Здесь я провозился очень долго, пока сообразил, что к чему. Значит, сейчас попробую добавить освещение. Значит, вот эта деталь у нас не цельная. Хотя с виду кажется, что это одна деталь. Значит, чтобы ее вытащить,
нужно вот так вот или сжать с одной стороны и в образовавшуюся там щель просунуть отвертку тоненькую. И там есть защелка. Когда она вынимется, будет понятней. Еще раз на себя. И вот так вот вытягивается. Вот так вот выглядит эта деталька. Здесь у нее, сейчас покажу, вот защелки. Значит, вот таким образом сжимается. И сюда входит отвертка. Вот. Теперь можно, если нужно, поменять моторчик или кнопки. Здесь вот такие вот качелька. Собственно, и все. Больше тут ничего и нет. Можно собирать все в обратном порядке. Возможно, кому-то будет полезно. Спасибо за просмотр.